Здорово. Слушай, интернет, живой, блин. Татухи настоящие, все. Татухи твои заглядения, конечно. Уже практически коренной житель. О, я привык. А, Иосиф. Иосиф, да. А почему не Ахмед, не Мухаммед? И они очень сытные и аппетитные. Сегодня праздник живота из морепродуктов. И, наверное, кальмары здесь еще. Знает, что мы пьем два рома. Он уже нас изучил. За отдых. 3-я ночь. Кипиш навели, думали, что акула, там просто какая-то большая рыба была. Но, слава богу, не акула. Просто огромная рыбина их мимо проплыла. Свистун, кстати, молодец, он прыгнул в воду, чтобы разглядеть, что это такое. Казалось, не рыба, а черепаха огромная. Ну, в общем, тут просто на разных языках разговаривать, черт поймет. Так, народ, выдвигаюсь к выходу. Как вы думаете, с кем у меня сегодня встреча? Правильно, с Вячеславом Зобовым. Как ни странно, я с ним договорился о встрече. Пойду прогуляюсь, встречу его. Он сказал, что подъедет на такси. Я ему тут немножко таких презентиков маломальских, белорусских собрал. Ну, блин, на что ума хватило, как бы то и передал. Я знаю, что здесь как бы всего такого европейского хватает, но белорусского явно здесь нет. Ну, я думаю, надеюсь, что ему будет приятно. Ну, давайте встретимся с ним, пообщаемся. Знакомые все лица. Товарищ, где-то я вас видел. Здорово. Слушай, интернет, живой, блин. Ты Здорово. снимаешь, Да. да? А что за камера? Потом расскажу. Ну, уже за кадром. Вячеслав Зобов, Как? прошу любить и жаловать. Да, Красавчик. Ты, мне казалось, будешь ниже. Ниже, да? Ну да. Не, нормально. Маленький на камере, да? Маленький, да. Ветер, да, сегодня? Я был вот на Сохо только что. Ага. Надо тебя тоже, да, снимать? Как хочешь, Там- что-то дело Там такое. ветер пипец. Да. Слушай, как ты тут живешь вообще, расскажи. Нормально. Блин, ты тут сколько, больше 2 лет? 3-й год уже. Ну, в Шарме 2-й год. Вон, с ними какие спортсмены бегают. О, ничего себе. Комсомольцы. Кстати, много по Шарму бегают. А сейчас там перевозка такая, людей тьма вообще, блин, пипец. Татухи настоящие, сука. Скажи. Татухи твои заглядения, конечно. У Такое вас там дело. тоже дует? Да. Кстати, мы, по-моему, в твоем номере живем, в котором ты здесь год назад был. Отдаленный, да? Да, жена сказала, говорит, я помню по видео, говорит, 1 в 1, по-моему, этот же номер. Поэтому, Я же с Олегом был тогда, мы что-то Да-да-да. хотели большего, получили меньшего. Ну ясно. так в целом нормальный отель, да? Слушай, ну он нормальный, блин, ну, меня заслали. Для зимы надо было Самое, брать самое Reef крайнее. Oasis Beach. Там вот такой ветер, а спускаешься вниз, и там был. Мы были в Гранд Ротана, нам больше понравилось на самом деле. 5 лет назад мы последний раз были, был выбор Гранд Ротана, Reef Oasis. А тогда как раз ограничения по ковиду были, и только-только сняли. И какой первый освободился, какой сняли ограничения, мы сразу туда и заехали. Поэтому, выпал Гранд Ротана. Если честно, жена вот сейчас приехала, она в шоке, говорит, блин, я хочу опять Гранд Ротана. Больше Ей понравилось, здесь да? не нравится. Ну, я не знаю, я не настолько капризный, как моя жена, но мне здесь как бы более-менее. Ну, честно говоря, камера не работает на реакцию, да, чтобы дали хороший номер. Шоколадки не работают. Бабло плати, $14 в сутки. Доплати сверху. Только извините меня, вы заплатили $2000 на $2. Ну, это то, что я рассказывал, да, по отелю. И нормально, там есть Нюансы есть. сервиса. Нюансы есть. Значит, так надо все есть. Люди просто хвалят обычно, смотря с чем сравнивать. Так что Поэтому- посмотрите на нас, красавцев. Да. Давай. Зима, 31 января. Последний день января. Вячеслав Зобов снимает видео в Египте. Он живет здесь. Да, завтра в отеле. Уже практически коренной житель. О, я привык. Ну что, пообщались с Зобовым. Я думаю, вам понравится, в принципе. Какое-то видео он потом меня поснимал. Выйдет у него на канале. Причем оно у него выйдет явно раньше, чем мое. Я только начну потиху выкладывать, не спеша, медленно, видосы именно после того, как вернусь с Шарм-эль-Шейха.
Ну и так постепенно, не спеша, потому что, ну, канал у меня слабенький, маленький, конечно, не такой, как у него. Но вот он такой блогер, у него довольно-таки неплохая аудитория. И он постоянно снимает обзоры на отели. Он живет в Шарм-эль-Шейхе, он сам из Украины. Вот переехал сюда, он года больше 2 лет, по-моему, здесь. И снимает обзоры. Так что смотрите его канал Вячеслав Зобов. Каждый день он выставляет буквально день в день. Заселяется там, ну, на 3 серии, правда, развивает. Ну, с разбежкой 2-3 дня у вас свежайшая информация по Египту. А теперь зацените, какой в Египте месяц. У нас он такой вертикальный, здесь он лежащий. Видите? Любопытно, кстати. Ну, такой я обязан заснять. Смотрите, креветочки. Вот этого я не видел. Я боюсь, что мне не хватит. Сейчас нахапаемся побольше. Креветочки я люблю, морепродукты. Смотрите, сколько их. И они очень сытные и аппетитные. Сетка, я боюсь, что тебе не останется. Я все сейчас выгребу нахер. Ладно, набирай, так уж и быть. Все для тебя. Мяско, как всегда. Ну, возьму, ладно. Кусочек. Я всегда беру кусочек. Он, кстати, нежный. Хорошо делают его. В общем, ужин сегодня, я смотрю, зачет. Это классика. Картошку фри мы в обед нормально топчем, поэтому нам достаточно. Похоже, здесь сегодня опять барашек. Это баранина, да? Чеки. А? Индейка. Это индейка. А, это индейка? Ну, по кусочку индейки сейчас. Индейки какие-то кости огромные. Спасибо. Запеченная картошка у них, кстати, тоже огонь. Ну, спагетти я небольшой любитель, я их дома наемся. Так, всякие овощи, салатики. Ну, здесь мы периодически фета просто берем. Кстати, фета уже нету. Хумус. Мне он нравится, я не знаю, как это они умудряются так вкусно его делать. Но я его всегда беру. Реально вкусный. Кстати, вот этот вот со свеклы, он тоже прикольный. Я не знаю их названия, но они реально вкусные. Оливочки зелененькие, салатики всякие. Ну, в общем, в принципе, наесться можно. Даже целые помидоры вон лежат. Баклажаны я никогда не пропущу. Смотрите, их, видимо, на гриле делали. И скрутили потом такими рулетиками. Походу, сегодня придется обожраться. Смотрите, вот еще есть некое блюдо. Креветки, мидии. Ну, в общем, тут морепродукты. И осьминожки, по-моему. Давай-ка я еще этого черпану. Короче, я по морепродуктам вообще фантик. Я лучше пару этих самых осьминожков возьму. Ой, от жадности сейчас нахапаюсь, наглотаюсь. Короче, сегодня праздник живота из морепродуктов. И, наверное, кальмары здесь еще. В общем, нахапали. Гора креветок, чуть-чуть осьминожков, рулетики из баклажанов. Что там еще, Светка? Я уже не помню, если честно. Хумус, а-ля что-то, не знаю, там спагетти, не спагетти. Индейка, запеченные овощи, как я все, в принципе, люблю. Короче, будем объедаться. А, ну и там вроде бы говядинка. Как мы это дело уничтожили. Овощи очень жестко перченые, я бы даже сказал. Я люблю перчененькое, но оно такое ядрененькое, я бы сказал. Рулетики вкусные. Индейка суховатенькая, но жуется нормально. В общем, мне все нравится. А креветосики, ну, креветки вообще. Короче, сегодня очень даже мне все понравилось. Жена все подкидывает мне. Короче, здесь вот ассорти такая. Здесь кроме осьминожка еще кальмары есть. Курицу она подкинула, ну какой-то рулетик типа. Я его не брал, но она взяла уже и на мою долю. Придется, как бы не прискорбно было, придется через силу кушать. Что это значит? Все ради жены. Так, ну и что тут еще? А, ну и гора креветок и кусочек говядинки. Не скажу, что нежнятинка, но в принципе нормально, жуется. Потому что был такой вариант, что я жевал, наверное, минут 5, так и не смог проживать. Пару дней назад такое было. Йосей? Йосиф. А, Йосиф. Йосиф, да. А почему не Ахмед, не Мухаммед? Мухаммед. Через один Мухаммед, Ахмед, а тут Йосиф. Йосиф.
Йосиф. Italiano Giuseppe. Виктор. Виктор. Короче, Йосиф, он по глазам определил, что мы хотим еще рома, и принес еще по бокальчику рома. Так как закуски у нас хватает, ну молодец. В следующий раз надо прихватить ему $1. Ну, заслужил пацан, реально. Экзотическое имя для Египта Йосиф. Обычно Мухаммед, Ахмед, кто там еще? Ну да, Саид еще. Саид, ну вот такие вот. Но в основном... Ахмед. Нет, Мухаммед. 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 От Мухаммеда, да. Они в основном все процентов 90 называют Мухаммед. И вот он Креветки нам что? божественные. И он нам принес что? Ромчика подогнал. Мы Знает, заказали что один. мы пьем Да. 2 рома. Он уже нас изучил. Ну, на ужин можно и рома. Почему нет? Ну давай. Давай. Чик-чин. Чин-чин. За отдых. Третья ночь будет. Креветки осилили, смотрите, это уже гора очисток. Ну и десертик, ну слегка тут буквально апельсинчики, яблочки. Все хорошо, они вот приносят ром. Ну почему он всегда теплый? Стакан горячий, ну и сам по себе ром теплый. Мы пытаемся всегда охлаждать, но они почему-то всегда приносят теплый. Блин, но он не очень заходит. Очередная порция рома, очередная порция кофе, латте. Латте у них огонь. Вечером после ужина, после 7 мы выбрались опять на пляж. Честно говоря, я думал, что лифт не будет работать, но нам там любезно вызвали лифт, все нормально. Я думал, все заблокировано, что запрещено, нельзя. Оказывается, можно. В общем, сейчас подойдем к вечернему пляжу, посмотрим вообще, насколько здесь интересно. Народ, кстати, наверное, обслуживающий персонал есть. Подсветочка, красотень. Вон еще один ресторанчик. Сейчас подойдем к морю. Честно говоря, на море, наверное, ничего мы не увидим, потому что месяц такой слабенький, ничего не освещается. Вот навесик для аниматоров. В общем, подойдем к пологому пляжу. Ну, народ там какой-то тусуется. Я, правда, не знаю, это работники или самолет летит. Не знаю, насколько видно на камеру. А вот и море вечернее, в котором нельзя купаться после того, как солнце сядет, потому что все хищники, они к берегу подплывают. Ну а теперь вот с моря заснимем, как выглядит отель. Вот это лифт. Ну, в принципе, хорошо смотрится. Опять же, повторюсь, на камеру смотрится даже лучше, чем на самом деле. Потому что режим у меня ночной съемки в DJI 5 Pro. Есть тут такая плюшка. В общем, я его испытываю. Ну, чем дальше испытываю, тем больше мне это удовольствие нравится. Небо на самом деле черное, но вот на камере оно прям такое вот зарево как будто. Но в любом случае видимость хорошая. Все очень четко. Что удивляет, видите вот эти точечки? Это буйки. У них, наверное, какая-то светоотражающая краска, потому что они очень хорошо видны в темноте. Там прямо вот полная ночь, а вот буйки хорошо отсвечивают. Ну, задумка, кстати, нормальная. А теперь минутка прослушивания моря. Просто давайте залипнем, без всякой болтовни. Просто послушаем шум моря. А давно ли вы гуляли в Египте? Причем вечером. Я думаю, давно. А может, в принципе, даже кто был в Египте, они, в принципе, вечерами и не гуляли. А вот со мной вы сейчас прогуляетесь. Я, честно говоря, 4 раза был в Египте, но сам как-то вечерами не гулял. А вот здесь у меня как-то так срослось, что получилось погулять. И, честно говоря, ни о чем не пожалел. Смотрите, какая красота. Потому что во многих отелях не разрешают даже спускаться к пляжу.
Здесь, в принципе, спуск реален, но с ограничениями. В воду не текли. Потому что, ну, что-нибудь вам что-нибудь отпустит. Так что просто наслаждаемся, слушаем шум моря, тащимся. Алло, Мохито, 2 алкогольных, безалкогольных, стаканчики. Можно? слушаю вас. Раз. Шоколадом. Еще раз. Сандом изогда. Сандом изогда. Сандом изогда. Алкогольный. 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 Пепси. Ой, кола. Это бухай, два бухай, хорошо? Еще раз, кола. Кола, не бухаем. Почему не бухай? Завязки. Это бухай ночью. Чисто кола? Чисто кола. Не бухай? Не бухаем. Это не бухай. Пожалуйста. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Чисто кола, не бухаем. Кола с бутылки и кола на разлив отличаются по вкусу. Лучше с бутылки, если такая есть возможность. Это разная кола.